Здравствуйте, дорогие друзья! В одном из своих предыдущих видео я показывала, как можно восстановить ткань на свитере с помощью иголки и крючка. Ссылочка на видео, как я это делаю, сейчас будет у вас вверху экрана. К чему я вам показываю свитер, который мы уже с вами отработали, а к тому, что очень много вопросов у меня поступило. И просят показать, как можно сделать, чтобы латка была не квадратная, а, допустим, в форме какой-нибудь вышивки. То есть, после того, как вы восстановили ткань, у вас получились такие же точно петли, как и на самом свитере. И поэтому можно, допустим, из квадратной латки потом добавить элементы и сделать какую-то вышивку. То есть, таким образом, мое видео будет о том, как делать вышивку на шерстяных вязаных вещах. Вышивка, которую мы будем с вами делать, она производится по петелькам. Легче всего, конечно, делать или какие-то геометрические фигуры, или, может быть, очень хорошо вышивать буквы. Буквы у нас чаще всего квадратные, поэтому будет смотреться очень хорошо. Есть такие узоры, которые называются жаккардовые узоры. Это такие очень красивые остроконечные звездочки. Ну, я вам сегодня покажу сам принцип, поэтому я придумала вот такой вот очень легкий узор, который у нас и не займет много времени, но и в котором я покажу вам принцип. Ну, это сердечко, и вы посмотрите, как оно делается и как оно смотрится после того, как я его вышью. Больших премудростей в этой вышивке, в общем-то, нет. Нужно внимательно и аккуратно заходить иголкой в петлю, проходить дальше. А вышивать можно хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. Я начну вышивать вот из этого места и буду постепенно продвигаться влево. Правило одно, что наша нитка не должна быть очень толстой, иначе вышивка получается очень грубая и некрасивая. И нитка не должна быть тонкой. То есть, нитка примерно должна быть такой толщины, которой связан наш свитер. Я захожу с обратной стороны, подхожу под петелечку, завязываю вот такой вот узелочек. Вот посмотрите, наши петельки представляют из себя вот такой вот треугольник. У них есть острый угол, и вот так вверх отходят такие крылья или рожки, ну уж кто как себе что представляет. Вот рядышком с тем местом, где я завязала узелочек, я вышла в нашу петельку, в ее острую часть. Смотрите, если вот так расширить, то у нас над ниткой должна остаться вот эта вот верхняя часть предыдущей петли. Вот эта вот ниточка должна быть сверху над нашей ниткой. Теперь я иду вверх, поэтому я, смотрите, прохожу вот первое крылышко, вот наше второе крылышко. Я захожу вот так сверху над нашими крылышками. Протягиваю ниточку и захожу в то самое место, откуда у меня только что вышла нитка. И захожу сразу же в основание следующей нашей петли. Вот так. Сильно не затягивая, но и сильно болтаться нитки тоже не нужно, иначе получается очень некрасиво. Дальше мы делаем то же самое. Мы подходим иголочкой вот так вот под следующую петлю. У нас получается, что мы захватываем сразу, видите, оба крыла нашей следующей петли. Подтягиваем и заходим в то место, откуда вышла нитка, и сразу же проходим в нашу следующую петлю.
Смотрите, по рисунку мы должны теперь сдвинуться на одну петлю вверх и опуститься на 5 петель вниз. Вот наша петелька, то есть я выхожу вот сюда, в соседний ряд, но это будет на одну петлю выше. Вот так. И дальше делаем все то же самое, только мы будем идти теперь не снизу вверх, а сверху вниз. Вот так мы протянули нашу ниточку и заходим в то место, откуда вышла ниточка, и сразу же вот так, видите, в основание следующей петли. Ну вот, я вышила 5 петель, вот это 5-я. И мы теперь смотрим, что мы должны сделать. Наша ниточка находится вот здесь. Мы должны опуститься на одну петлю ниже и на 6 петель подняться вверх. Ну вот, я дошиваю 6-ю петлю. Что у нас по рисунку дальше? Я должна опуститься на 2 петли вниз и сделать 5 петелек вниз. То есть я дошиваю нашу 6-ю петлю и опускаюсь. Смотрите, вот это та 6-я, это 5-я, то есть я должна опуститься вот сюда. На 2 петельки вниз. И делаю все тоже то же самое. Ну, друзья мои, смотрите, половиночку узора я уже сделала. Теперь я должна подняться на одну петлю и дошить вторую половиночку. Ну вот, друзья мои, что у нас с вами получилось. Вышивка самая простая, но я надеюсь, сам принцип вам понятен, как это делается. А смотрите, какая красивая с обратной стороны у нас получается с вами стежка. Таким образом, можно не только делать вышивку, а можно, допустим, вот на локте где-то прохудилась у нас свитер, бывает вроде и дырки нету, но вот прохудилась. Вы сделаете такую вышивку, ее можно делать хоть контрастными нитками, хоть такими нитками в тон. И будет укрепление ниток. Ну и что нам осталось? Нам осталось всего-навсего завязать узелочек. И обрезать наши кончики. Не надо обрезать под самый
корешочек, оставьте вот такие вот хвостики, пусть они будут. После стирки оно все это дело так скуевдится, и оно никак не будет вам мешать. Рисунок вы можете придумать сами, можете взять в интернете. Вышивать можно однотонными нитками, можно делать из нескольких цветов узоры. То есть все будет зависеть от вашего вкуса. Я надеюсь, что мой мастер-класс вам пригодится. На этом всего вам доброго, будьте здоровы, до свидания.